Еще не получив права шкипера, я знал, что походить чаще под мотором, чем под парусом, недельку-две в год вдоль берега – это точно не мое. Наверняка, как и большинство, я мечтал о путешествиях по морю с детства. Под парусом ходил в Греции, Турции, Хорватии, Таиланде, Маврикии, Сейшелах и Канарах, в Карибском море, но никогда не уходил в море так надолго и так далеко. Еще планируя получить яхтмастера, я зафрахтовал яхту на 2 месяца для самостоятельного средиземного перехода. Для начала всего 3000 миль. Стартуем из Мармариса. Доходим из Турции через греческий Додеканес, Сицилию, Сардинию до Балеарских островов и потом назад из Испании через Сардинию, Сицилию и Мальту на Крит, а там Родос и снова Мармарис. Воду так экономно расходуем, моя посуду в морской воде, что могли бы принимать душ шампунем по 2 раза в сутки. Что, впрочем, я с удовольствием и делаю. Чтобы попить капучино, а не кофе по-турецки, периодически включаем генератор. Моментально начинает глючить автопилот из-за магнитного поля. Оно действует на компас, яхта сбивается с курса. Буквально на 2-й день заметили, что с Майндсел что-то не то, так как путь длинный, и решили, не откладывая, разобраться, в чем дело, по дороге. На быстрый. Парус оказался надорван вверху. На первой швартовке придется его заменять. Хорошо, запасной был с собой. Старт был бодрым. Клоус Рич больше 20-ки всю дорогу. Сегодня настоящий яхтинг. Ветер дует, прям задувает.
Чем больше времени проводишь в море, тем больше привыкаешь не спешить и принимать взвешенные решения. На море ведь как? Ветер может поменяться в любую минуту, или прогноз погоды с интернета поменяться. И тут не нужно спешить, нужно просто выждать. Мокро, солено, счастливо и солнечно. У нас ночью сильным порывом ветра сорвало гену, выбило предохранитель, сорвало патрубок на охлаждение мотора, и вода потекла в трюм сразу в 2 местах. И это все одновременно. В темноте мы врезались в какое-то бревно или бочку и сразу бросились откачивать воду. Чтобы этого не было мало, отказал автоматический насос на откачку воды из трюма. Дальше откачивали вручную. До потопления яхты оставалось минут 20, не больше. Но мы справились. И благодаря исключительно Ване. Потерянные ночью несколько часов не вернуть. Но мы снова на курсе. Ночью, конечно, хочется спать с непривычки. По плану ночные переходы у нас по 2-4 суток без остановки. Но так как нужно ремонтировать Майнцел, мы сегодня не остановимся ночевать на Санаторине, а идем дальше. И с утра будем ремонтироваться на Астефалее. На рассвете, наконец, дошли к берегу, сняли порванный парус и поставили другой. Заправились водой, позавтракали и, наконец, немного осмотрелись на берегу. Рыбу пока никакой не поймали и едим ту, что купили на Родосе. Например, сегодня на ужин лосось терияки с горчичным соусом и отварным картофелем. Завтракаем мы обычно омлетом с хрустящей сырной корочкой. Обедаем просто фруктами и салатом. И снизу вытягивай парус тоже. Он там заклинивай. По дороге попали в грозу, нас пронесло, а в другую яхту попала молния, и она сгорела. Вся команда спаслась на шлюпке. Видели по дороге, как зарождалось сразу 3 циклона. Сверху от тучи крутил ветер спираль, и когда она касалась воды, то набирала силу на глазах. Но все они прошли мимо. Туна. Красавец, красавец. Давай, скажи что-нибудь, как это было? Так я его фотографирую. Первый полов. Ну да. Есть. Такой серьезного размера. Хорош, хорош. Так что там Я про, бы на лунном. про завтрак говорил? Что рыба на завтрак. Подожди, давай вынесем его. Дернул. Держишь? Давай, Пусть ляжет. держи. Вот у тебя здоровый бицепс, сегодня можешь не отживаться. Ага. Вон идет, смотри. Ух, нифига себе! Ха-ха! Сука! Нифига себе! Блин.
Нихуя, бля! Никуда не убежал, чувак. Так, ну, наверное, удочку ставить больше не будем. Я думаю, хватит рыбы на сегодня. Рыбу ловить перестали, вытащив тунца сначала 8, а через 15 минут 14 килограммового. Пока я их пару часов разделывал на сашими на камбузе в сильный клосс-фолл, меня немного ушатало, конечно, но на палубе быстро отпустило. Едим тунца теперь 4 раза в сутки. Надоело изрядно, хотя я готовлю его каждый раз по-разному. А давай сегодня приготовим тунца как говядину. А давай как индюшатину. А давай в соусе бешамель. А сможешь сегодня тунец как тунец приготовить? Многим это звучит как кощунство, а у нас это просто повседневная жизнь. Греция осталась вдалеке, тишь да гладь на море, Сицилия впереди, да. Ночью с порывом у нас сорвало радиоотражатель и зеленый лобовой огонь. Теперь нас никто из проходящих судов не видит на радаре, а в Мессинском проливе движение всегда очень оживленное. Под утро при его проходе нам точно скучать не придется. От каждого танкера и парохода будем тупо уворачиваться. Новые эмоции. И я снова счастлив. Дельфины провожают нас при выходе из каждой страны. Это уже как-то само собой разумеющееся. Там мои креветки. Ну, Паша, ты, конечно, это сегодня удивил. А прикинь, ты выходишь с камеры, а мы уже все съели. Это очень опасно вот так вот снимать на камеру вот так. Да. Очень крутой чувак, мега крутой, самый вообще в мире просто the best. Однозначно, другие же нет. Никого, реально. Я даже не слышал что-то отдаленно напоминающее тебя. Ты крут. Ты номер один просто. Ты там такую еду сегодня забросил. Счастье. Да, наверное, лучший комплимент это пустые тарелки. Очень вкусно. Еще и чистые, когда они вообще комплимент. Полный релакс. Включили музыку.
едим креветки в кокосовом молоке и персики. Загораем. Класс. Ночью нам на пути попалась огромнейшая каракатица невероятных размеров, которую мы переехали пополам, и она нам испачкала весь нос яхты. До конца так и не оттерли даже днем. Ночью падало очень много звезд. Луна сейчас молодая, скорее месяц. Заранее сказать. Так что даже пробовать не надо. Потому что если ты готовил, то значит это вкусно. Сомневаться не приходится. Не-не, подыгрывать не надо. Я просто не ожидал, что он так останется. Блин. У нас на борту были также те, кто впервые в жизни пробовал яхтинг. К примеру, симпатичная пара айтишников из Питера, Сеня и Ксения, отметили у нас на борту свою годовщину свадьбы и день рождения. Ребята без комплексов. Вместо обручальных колец купили себе дрон и отправились путешествовать по Америке. Через год отправились в море, причем сразу в открытое, а не вдоль берега. Дружная и отважная пара. Удачи вам, ребята! Полет прошел. Аплаус! Успешно, всех Аплаус! поздравляю.
Дойдя до берега после нескольких дней плавания, не значит, что ты готов сразу уделить время своим близким, сойдя на берег. Сразу после швартовки необходимо подключить воду, электричество, выбросить мусор, помыть палубу, постираться, оформить документы в марине и таможне. Только после этих неотложных, порой пару часов, можно завеяться в таверну и подсесть на Wi-Fi. Переход с Сицилии оказался полным релаксом. Мы за первую ночь так много прошли, что подходим к Сардинии с опережением в 9 часов. Но решили не спешить, выключили мотор и не спеша подходим к югу острова. Если честно, ничего страшного. Важно же все как в жизни происходит. Отретушированное, отредактированное. Дойдя с Сицилии до Сардинии ночью, мы решили встать на якорь, а утром зайти в марину. Утром обнаружили, что на винте рыбацкая сетка. Реально, нет особо свободного времени, даже когда сходишь на берег. Пошли постираться и перепутали сушку со стиркой. Залили белье стиральным порошком и оставили сушиться. Когда воду набирали, залили по ошибке в фекальный бак. Приготовили обед, помыли палубу, но телефон полностью разрядился. Этому нет конца. Мы обогнули всю Сардинию с юга. Сегодня огромный тунец, весом, наверное, более 50 килограмм, вырвал всю леску и поломал катушку. Наконец сошли на берег и расслабились в таверне. Купили новые снасти. Завтра пережидаем шторм, который двигается прямо на нас с лазурного побережья, и уходим на Испанию. Завел будильник на 6, но привык за поход вставать в 5:30 и проснулся сам раньше. Все сходимся во мнении, что мы не только отдыхаем, а и набираемся опыта. И где-то это выглядит скорее как ответственная работа, которую нельзя сделать тяп-ляп, а то может отразиться на здоровье. Вчера пошли на таможню оформлять выезд из Италии. Мы сегодня уходим на Испанию. Попался дивный комиссар в береговой охране и сначала искал в моем чешском паспорте шенгенскую визу, а потом забрал до утра паспорта 2 русских. Мол, им нужны печати при пересечении каждой шенгенской страны. Ну, абсолютно некомпетентный человек. Карлфорте на Сардинии – это город тунца, без преувеличения. Недаром у нас при подходе огромное рыбище порвало леску. В городе все рестораны готовят тунца, продают с ним консервы. И даже салат капрезе подают с тунцом. Все ресторанчики ужасные. Я вчера устроил себе выходной на земле и не готовил. Команда подавлена, потому что пришлось отвратительно питаться, да еще и за деньги. Сегодня приготовлю по дороге осьминога, которого позавчера поймали. Ну все, мы погнали в Испанию. Море стало как зеркало. Ветер закончился совсем. Нам не скучно. Команда сплоченная и дружная. Все именно так, как я и мечтал. Ночью попадались скопления медуз. Когда мы задевали их яхтой, они начинали светиться. За нами тянулся целый светящийся шлейф. Прикольно было. Да весь смысл этого путешествия – полноценный яхтинг, а не тур-походы вдоль берега в белых штанах с шампанским. Под утро, в мою смену, ветер стал попутным, и я поставил все паруса на полную. Завтракали уже полноценно, горячей пищей. До этого я так и не рискнул готовить в яхте, идущей под зарифованными парусами. На рассвете закинул обе удочки, но в нейтральных водах мы так ничего и не поймали. Может, повезет у берегов Испании, до него осталось-то всего 40 миль. А связи все нет. Странно. Пойду посмотрю на нос в бинокль. Вдруг увижу землю.
Мы встали у Минорки на якоре в бухте, у которой расположен самый популярный диджей-клуб. В нем на закрытие сезона приехали знаменитости с Ибицы. Сам клуб расположен в пещере, к которой нужно добираться лучше всего по морю. Маша, ты лучше знаешь, что ты Magic, да. Ваня гарпуном набил рыбы. Я ее готовлю сразу же, не отходя от кассы. Леша со своей девушкой не выходит из каюты уже часа 3. Выбежит, воды попьет прямо с бутылки и сразу назад. Сеня запускает дрон. Все при деле и никто не скучает. Я сегодня не выдержал и купил яхтенные бокалы под вино. Такие не скользят, не бьются. И вот мы на берегу Испании. Мы прошли 1500 миль из Турции. 2 недели вокруг Балиарских островов после пройденного было банальным отдыхом и реально наслаждением. Испания, по мне, самая вкусная средиземная страна. Выбор эко-овощей и спелых фруктов поражает. Удержаться от соблазна и не попробовать хамона, чоризо или фуэт практически невозможно. Паэлья, гаспачо, рыба с соли. Этот список можно продолжать бесконечно. Разные тапос к вину или даже без него не дают проголодаться ни днем, ни вечером. Nos dieron la posibilidad de poder hacerlo. Este tema nos ayudó mucho también porque estuvo en la realidad que bienvenida a la curiosa nos tenéis todos los ejemplos en Podio Podcast. Llamamos Lanzarote, Córdoba, Vigo, Valencia, Murcia, Valladolid, Один из колоритных городков на Майорке – Солер. Сюда из Пальмы даже ходит отреставрированный поезд с прошлого столетия. Погружаешься в атмосферу прошлого, наблюдая при этом настоящее. Прикольное чувство. Колоритно, солнечно, тепло и вкусно. Добро пожаловать на Майорку. Мы знали, куда и зачем добирались почти месяц. Tänk också någon olja.
No, где-то. Не думал я, что просто переход с Майорки на Минорку окажется таким. Короткие боковые волны, и нас так трясет, как никогда не трясло. Турбуленция страшная. Месяц мы двигались только на запад. И вот уже несколько суток назад на восток. Вдруг для себя я выяснил, что Луна также всходит и заходит с разных сторон, как и Солнце. Теперь у нас с наступлением темноты не сзади лунная дорожка, а прямо по курсу. Отошли немного от Испании и забросили удочки. Почти сразу акула откусила воблер, на который мы поймали 3 часа до этого. Заменили насадку и забросили снова, как вдруг появилось огромное пятно мусора с целлофановыми пакетами, пластиковыми бутылками. Такое ощущение, что мусорную машину смело волной с берега. Быстрее сматывать удочки, но не успели и вытащили так и пару целлофановых мешков. Внесли, можно сказать, свой вклад в экологию. Ветер теперь все чаще попутный. Мечта моряка не сглазить бы. Тунца готовлю даже на завтрак с омлетом. Все же лучше, чем потом его выбросить. Назад рулим вдвоем с Ваней. Но без напряга, втянулись. Каждые 3 часа смена, все сутки напролет. Реально. И поспать, и позагорать, и время. На все хватает. Ближе на восток теплеет и прибывает кораблей в море. Ночью огромные лайнеры подходят так близко, что можно прочитать их название. Поэтому, собственно, и дежурим ночью. Если море спокойное, едим горячую пищу. Если нет, фрукты, хамон и шоколад. Ваня купил родителям целую ногу хамона. Пока у него получается уберечь ее от меня. Но чем дальше мы от Испании, тем тяжелее ему это удается. В открытом море на расстоянии 150 миль постоянно наблюдаем воробьиные регаты. Периодически на яхту приземляются отдохнуть крохотные птички типа воробьев. Куда и зачем они летят в одиночку, я ума не приложу. Видно, порхают с корабля на корабль, а потом без сил практически лежат. Они сидят даже и набирают силы для следующего рывка. Попутный ветер в последние сутки стал нашим товарищем, и мы буквально со скоростью ветра приближаемся к Сицилии. По дороге вылавливаем не только рыбу, а и целлофановые пакеты, чем, несомненно, помогаем Мировому океану. Птички встречаются все чаще и крупнее. С перелетными птицами стали попадаться и летающая рыба. Больше всего ее летало у берегов Сардинии. Но, как в фильме «Человек Пи», рыба к нам сама на борт не залетала. Для разнообразия я приготовил сегодня говядину и индюшатину по очереди. Все дружно сошлись во мнении, что вкуснее всего все же тунец. Сейчас мы в таком месте, что до Африки намного ближе, чем до Сицилии. Беженцев не встречали. Наверное, у них все отлажено и работает четко. Луна сейчас полная, и ночью на море как полярный день. Уж я их за полярным кругом насмотрелся вдоволь. На полных парусах с попутным ветром экономится дизель, чему я несказанно рад. Мы совсем рядом с Тунисом, а там в 5 раз дешевле дизель, чем в Европе. Не заскочить ли по дороге? К Сицилии подходим без витамин. Почти все фрукты доели, а из овощей остался лишь чеснок. Сейчас не нужно тягать канаты, мотор не работает, и только ветер шелестит в парусах. Расслабон. В такие моменты собираешься с мыслями, и появляется возможность не спеша передумать все, на что на Земле катастрофически не хватало времени. Тем более нет интернета. На самом деле это так классно, не знать новостей и того, что творится в мире, кого выбрали в парламент, кто выиграл в футбол, где произошел теракт или куда упал самолет. Раньше, когда-то давно, у меня зарождалась идея уйти в лесники. Оказывается, можно в лес и не убегать от злой и колючей цивилизации. Достаточно того, что поймал или собрал. В Испании, Италии, Греции на улице цитрусовые не только растут, а и валяются под ногами. Достаточно разбираться по облакам с погодой, а по звездам с маршрутом. И никуда не спешить. Я, наверное, провел первую половину своей жизни в таком темпе, что вторую торопиться не хочется. Мальта – противоречивые впечатления. Необычный остров, это однозначно. Не похожий ни на что. С богатой историей, населением, состоящей из смеси арабских, итальянских, турецких и негритянских корней. И это все чисто под английским соусом. Очень необычные красивые крепости, аутентичная архитектура на фоне улочек,
которые под острыми углами тянутся вверх острова от моря. Вся канализация сливается, естественно, в море и своей вонью накрывает весь город. На всем острове роуминга практически нет. А ни в одном кафе за Wi-Fi никто вообще не слышал. Мальтийцы обожают праздники и фейерверки и с радостью устраивают их по любому случаю. Также они дико гордятся своей историей и любят исторические наряды. Это такая гордая провинция типа страны басков. Туристов очень много, хотя пляжей практически нет, и большинство просто учат здесь английский язык. Здесь очень много школ, специализирующихся на этом. Я никогда раньше не замечал, что звезды с разного ракурса имеют разные комбинации. Появился молодой месяц, и звезда возле острия месяца, который на турецком флаге, оказался вдруг не на своем месте, потому что сам месяц был рогами вверх, а не вбок. Или неожиданные 3 звезды, все на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной вертикальной линии. Почему-то ближе к Греции стали чаще падать звезды. Или мне просто кажется. Часы перещелкнулись на час, а никто этого не заметил. Моя ночная смена автоматически продлилась на час. Идем сейчас вчетвером. И, как оказалось, это ровно в 2 раза разница. Те же смены по 3 часа, высыпаешься так, что остаешься на палубе и после смены, лишь бы не отлеживать бока самому в каюте. Полный штиль со стороны смотрится красиво, но на самом деле никакого кайфа, абсолютно. Паруса свернуты, мотор тарахтит, никакого сейлинга, честное слово. Все зевают и загорают. Еще поиграемся, давай. Чем дольше, тем... Вот и все. Вот. Да, я вижу. Пиздец, блядь. Это махина. Фу, бэйби. Это кабан, блядь. Ваня, бедненькая рыбка. Ты посмотри на его размер. Ваня. Я не знаю, это килограмм 45-50, наверное. Я специально снимаю, чтобы Саша увидела, как мы заканчиваем рыбалку. Ай, подожди. Ты снимаешь, да? Да? Мы вернулись на Родос. Зашли в Мандраки ночью, и тут началось. Нас окружили 3 катера береговой охраны. На берегу уже ждала полиция с автоматами. У всех забрали паспорта, а яхту осветили прожекторами. Правда, представление длилось недолго. Документы у нас были в порядке. Просто я первый раз ночью на Родос пришел. Днем все обычно, как везде. Завтра последний рывок до Турции, и все. 2-месячный поход закончен.